Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Я сегодня хочу вам предложить связать вот такой очень красивый топ крючком. Не смогла пройти мимо этой модели, поскольку очень легкий и быстрый узор оказался, вяжется легко на одном дыхании. Причем у этой модели такая интересная особенность: он смотрится нарядно и элегантно. По-моему, идеальный вариант для летних деньков. Согласитесь, да? Прямо вот в самую точку попал. Еще цвет такой красивенький, нежненький. Вот. Я считаю, что это очень нарядный, изумительный, красивый топик для крючка. И его главное преимущество – его простота вязания. Вы буквально его свяжете, девочки, за несколько деньков. И вот вам изумительная эксклюзивная вещь из модного бутика, связанная своими руками. Согласитесь, японские модельеры разрабатывают немало красивых, изящных вещей. И вот это одна из их моделей. Как всегда в нашем мастер-классе будет подробный разбор вязания этой модельки. Мы с вами рассмотрим схему выкройки. Мы с вами свяжем образец узора. Я расскажу, сколько петель набрать на тот или иной размер, девочки. Охват размеров от 44 у нас до 56 размера будет. Так что во второй половине видео, где у нас будет с вами расчетная часть, смотрите внимательно. Я все там поясняю, сколько петель набрать, как расположить узоры. Итак, а сейчас давайте посмотрим пряжу. Мы выбираем в нашем мастер-классе конкретную пряжу под конкретный крючок. Вот, и плотность мы измеряем конкретную, чтобы потом вы уже смогли без труда, по моим расчетам, связать самостоятельно эту изумительную, изящную японскую модельку. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Данный топ представлен в этом журнале японском еще и в таком ярко-красном цвете, да? Он более короткий здесь, но не менее элегантный. Видите, да? Это модель с обложки. Но я считаю, что в том зелененьком, изумрудном, можно сказать, цвете он смотрится более элегантно. А это вот для молодых девочек. Красный цвет, наверное, все-таки это по настроению и по, скажем так, предпочтениям. Не каждому подходит. Для вязания этого топика я подобрала пряжу Газал Джинс, 50 грамм, 170 метров. Это турецкая пряжа, состав 58% хлопок, 42 акрил. И цвет у нас 1107 такой. Вот так выглядит наш узор, девочки, как вы видите, раппорт узора. Здесь связано 3 раппорта в высоту и, в общем-то, несколько раппортов в ширину. Хороший, красивый и несложный узор. Кружевной, очень будет хорошо смотреться на летнем топе. Вот, я считаю, что можно даже связать типа как джемпера даже. В общем, рекомендую вам попробовать связать таким узором все, что вам захочется. Очень простой, интересный узор. Легко вяжется. Всего в высоту 4 ряда и в ширину 11 воздушных петелек. Схема узора у нас вот так выглядит, девочки. Очень простая схема. 4 ряда в высоту, 11 петелечек у нас воздушных
в ширину занимает данный узор. Вот он выделен скобочками, да, вот его раппорт в высоту, и вот его раппорт в ширину показан. Ну, условное обозначение здесь все общепринятые. Если вы умеете вязать крючком, вы без труда здесь разберетесь. Правильно? Я даже не буду называть. Так, давайте посмотрим последовательно выкройку и еще схемы. Все схемы присутствовали в данном журнале. Я их вам все сейчас покажу. Вам в помощь. Делайте скрин экрана, девочки. Смотрите, эта схема у нас, как вязать рукавчик. Пожалуйста. Наверное, я слишком приблизила. Вот так. Рукав. Рукав у нас надо все-таки увеличить. Хотя бы один край я вам увеличиваю. Давайте. Вот смотрите, видите? Вот так у нас формируется рукав. То есть идет у нас здесь прибавка сколько хотите раппортов. Ну, в общем-то, вот так вот расширяется на рукавчик наша моделька. Здесь вот тоже с этой стороны показываю я вам, как это выглядит, да? Обвязочка у нас идет потом, видите, по вырезу горловины и по низу изделия. Вот такая вот интересная обвязочка. Видите, да? Вот так выглядит выкройка нашей модельки. Длину здесь нужно самим регулировать, а так, в принципе, спинка и перед вяжется одинаково снизу вверх и отличаются друг от друга лишь глубиной выреза горловины. Вот эта длина, которая здесь стоит, эта мерочка в зависимости от ваших предпочтений будет меняться, от вашей длины изделия, которые вы хотите видеть, да? Ну и все другие нюансы. Это для маленького размера 44 показано. Видите, 47 сантиметров всего ширина. Вот. Я буду рассказывать про наши с вами расчеты. И там у нас будет размеры озвучиваться. Мерочки будут озвучиваться. Все более детально во второй части видео после расчета плотности. Так, тоже делайте скрин. И в общем-то, девочки, давайте сразу перейдем к вязанию образца. Итак, набираем 41 воздушную петельку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Продолжаем. Итак, связали воздушные петельки и теперь начинаем. Первая петля у нас воздушная, это подъемная петля. Первый ряд вяжем столбик без накида в первую петлю предыдущего ряда. Затем вяжем 2 воздушные петли, 1, 2, и в пятую петлю вяжем веерочек. Сейчас я вам покажу. 1, 2, 3, 4, в пятую петлю считаем. Пятую петлю 1, 2, 3, 4, в 5, вот сюда. Делаем столбик с накидом. Один столбик с накидом, 1. Второй столбик с накидом сюда же, 2. Затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И сюда опять 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбика с накидом. Затем вяжем 2 воздушные петли, 1, 2. Считаем 5 воздушных, отсчитываем 5 воздушных петелек и в пятую вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда вяжем столбик без накида. 1. Затем опять вяжем 2 воздушные петли. Снова в пятую делаем веерочек. 1, 2, 3, 4, 5. Снова вяжем 2 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 столбик. Затем 3 воздушные петли. И снова 2 столбика с одним накидом в эту же петлю.
Ну, далее вы поняли, уже повтор раппорта идет. Опять 2 воздушные петли. В пятый столбик делаем столбик без накида. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Сюда столбик без накида. Снова 2 воздушные петли. 1, 2. И далее опять в пятую 2 веерочек вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Сюда, то есть мы вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. Между ними 3 воздушные петли. Сюда опять 2 столбика с одним накидом. Снова 2 воздушные петли. В пятую столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли. Снова веерочек в пятую. 1, 2, 3, 4, 5. То есть это 2 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные. 1, 2, 3. Снова 2 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 столбика, 2 воздушные, 1, 2, и в пятую вот сюда делаем, у меня очень тугая, я в 4 столбик без накида. Итак, первый ряд связан. Смотрите, далее мы с вами переворачиваем наше вязание. Наше вязание перевернули, да, вот, и вяжем подъемные 3 воздушные петли, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом вот сюда. Так, и далее, девочки, вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И делаем с вами вот сюда в арочку столбик без накида. Затем опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И делаем столбик с одним накидом. Вот в столбик без накида предыдущего ряда, вот сюда. 2 воздушные, снова сюда столбик с одним накидом. Затем 3 воздушные, снова 1, 2, 3. В арочку столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3. Столбик с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда вот сюда. Ну, то есть мы уже повторяем раппорт, да, понятно. 2 воздушные и снова столбик с одним накидом сюда же. Затем опять идут 3 воздушные петли, столбик без накида в арочку. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик с одним накидом вот сюда вяжем, столбик без накида предыдущего ряда, 2 воздушные, снова столбик с одним накидом сюда же, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик без накида в арочку, 3 воздушные, 1, 2, 3, и смотрите. И в столбик без накида предыдущего ряда, помните, у нас в самом начале он был здесь, да? Вяжем, сейчас вяжем с вами 2 столбика с одним накидом. 1, и следом 2, 2. Связали. Отлично. Так, далее у нас вяжется 3-й ряд. Делаем 3 воздушные. Так, получается у нас здесь не 3,
3 воздушные петли, 1, 2, 3. Затем у нас с вами идут уже узор вяжется, 2 воздушные петли. Затем 2 столбика с одним накидом мы вяжем в начало ряда, вот сюда. 1 и 2 сюда же. Так, связали, затем 2 воздушные петли и столбик без накида у нас идет с вами столбик без накида предыдущего ряда, то есть вот сюда. Снова 2 воздушные петли, 1, 2, и вот сюда, вот в эту ракушечку, вот в эту вилочку, да, в арочку вяжем то, что мы уже с вами вязали, то есть сейчас идет в шахматном порядке. Вяжем эту нашу ракушечку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. Вот я связала 1, 2, затем идут 3 воздушные петли, затем сюда опять 2 столбика с одним накидом вяжутся. В эту же арочку связали, да? Затем опять идут 2 воздушные петли. В столбик без накида предыдущего ряда вяжется столбик без накида. Снова 2 воздушные петли, 1, 2. И вот в эту вот вилочку, да, вяжем ракушечку нашу, состоящую из 2 столбиков с одним накидом, 3 воздушных петелек, 1, 2, 3, и снова 2 столбиков с одним накидом, 1, 2. Связали, да, опять 2 воздушные, ну вы поняли порядок действия. Сюда столбик без накида, снова 2 воздушные, сюда нашу ракушечку вяжем, состоящую из 2 столбиков с 2 накидами, из 2 столбиков с одним накидом, 3 воздушные, и снова сюда же 2 столбика с одним накидом. Опять 2 воздушные петли, сюда столбик предыдущего ряда без накида, который был, вяжем тоже столбик без накида, 2 воздушные. И смотрите, завершаем этот ряд тем, что вот сюда, в основание начала того ряда, вот сюда вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Связали. Отлично. Так. И последний 4-й ряд у нас с вами в раппорте идет. Значит, вяжем столбик для поднятия, столбик воздушную петлю и сюда в основание столбик с одним накидом. Затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И смотрите, вот сюда, где у нас с вами столбик без накида предыдущего ряда, я буду сейчас вязать нашу вилочку, которая состоит из столбика с одним накидом, 2 воздушных петель и сюда же опять еще один столбик с одним накидом. Я назвала этот элемент вилочка, да? Затем опять идут 3 воздушные петли, в арочку, вот в эту, вяжем столбик без накида, опять 3 воздушные петли, снова вилочка идет вот сюда в столбик без накида предыдущего ряда, вилочка это у нас столбик с одним накидом, 2 воздушные и сюда же столбик с одним накидом. Вот это вот я назвала вилочкой элемент, чтобы нам было удобно друг друга понимать. Затем опять 3 воздушные петли. Вот сюда в арочку предыдущего ряда столбик без накида, снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в столбик без накида предыдущего ряда вилочка. Это столбик с одним накидом, 2 воздушные, и сюда же столбик с одним накидом. Затем опять идут 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Так, столбик без накида в арочку, 3 воздушные, 1, 2, 3.
вот сюда столбик без накида предыдущего ряда вяжем с вами вилочку, столбик без накида, 2 воздушные и сюда же столбик без накида. Опять 3 воздушные, 1, 2, 3. Так, и смотрите, заканчиваем как ряд мы с вами, чтобы все красиво, хорошо у нас было, да? Заканчивать будем этот ряд. 3 воздушные сделали, и вот сюда, где вот у нас были 3 подъемные, да, вот сюда делаем столбик без накида, связали. Это был раппорт узора наш на 4 рядах. Вот так вот он выглядит. Интересно, да? И далее идет повтор раппорта опять. Понятно, да? То есть опять мы делаем подъемную воздушную петельку, переворачиваем вязание. Вот сюда в самое начало вяжем столбик без накида. Это мы так начинали с вами. И затем 2 воздушные петли. И продолжаем вязать. Смотрите как. Вилочку мы вяжем с вами. Веерок наш. Так, 2 воздушные, состоящие из 2 столбиков с одним накидом. Затем 3 воздушные петли. И сюда же снова 2 столбика с одним накидом. 1, 2. 2 воздушные петли. Над столбиком без накида предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Опять 2 воздушные петли. В наш вот сюда в арочку вяжем наш веерочек, состоящий из 2 столбиков с одним накидом, 3 воздушных петелек и снова 2 столбиков с одним накидом. Связали, да? Затем опять у нас повтор идет 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли. И, в общем, девочки, так до конца вяжем, повторяем наш раппорт. Потом вяжется у нас 2 ряд, 3, 4 и снова с 1 ряда, который вот я сейчас вам вязала. Делаем влажную тепловую обработку нашего образца. Горячим паром я наш образец обдаю и тяну его вправо, влево, вверх, вниз, девочки. Растягиваем его энергично. Он влажный и податливый. Очень им легко вот так управлять. Так, сделали. Оставляем сохнуть. Сейчас мы с вами измеряем ширину, высоту образца и рассчитаем плотность. Итак, значит, прикладываем линеечку 18 сантиметров ширина образца, девочки. Мы с вами для образца я набирала 41 воздушную петельку, да? И мы 41 поделим на 18 сантиметров. Получается 2,27. Так и запишем. Будем предельно точны. В 1 сантиметре 2,27 петель умещается по горизонтали. Теперь по вертикали давайте также измеряем. Ну вот здесь, да, измеряем 13 сантиметров и смотрим, сколько рядов связано. У меня связано 3 раппорта по 4 ряда, то есть это 12 рядов, и еще один верхний ряд я начала вязать 4-й раппорт, да, то есть всего 13 рядов. И в 13 рядах получается у нас с вами 13 сантиметров. Ну, считаем устно, да, в 1 сантиметре 1 ряд получается. Так и запишем, что в 1 сантиметре 1 ряд. Так, и еще, смотрите, такой момент. Можно измерить, сколько в 1 сантиметре, можно измерить, сколько в одном раппорте сантиметров, да, давайте измерим. Вот у нас новый раппорт начинается, вот тут и тут, да, вот я измеряю. Итак, у нас раппорт в высоту составляет 4 сантиметра, 4 ряда. Вот мы проверили, то же самое получилось. То есть в 1 сантиметре 1 ряд, так и есть, все верно. А в одном раппорте
котором высота 4 ряда, да, как раз 4 сантиметра. Отлично. Итак, мои хорошие, давайте смотрим выкройку, чтобы сделать расчеты. Расчеты очень простые, потому что выкройка, как видите, наилегчайшая, да. Как сделать вот это закругление по рукаву, прибавить здесь петлики для цельновязанного рукавчика. Будет схема вам в помощь, да. А я вам сейчас расскажу об общих таких моментах, сколько петель изначально набрать. Вяжется изделие снизу вверх, как вы видите, отдельными детальками, да. И смотрите, что мы будем с вами иметь по размерам. Значит, у меня получилось по нашей расчетной плотности 10 раппортов составит 111 петель. То есть у нас в раппорте 11 петель плюс 1 петля для симметрии добавляется, да, то есть кратно 11. Так вот, у меня получается, если мы берем с вами 10 раппортов, это будет 110 петель плюс 1 петля для симметрии. Получается 111 петель. И согласно нашей плотности, по горизонтали 111 петель, если мы поделим на 2,27, то в ширину это будет составить почти 49 сантиметров. Видите, да, 48,8. То есть ширина спинки переда будет 49 сантиметров, что соответствует 46 размеру. 44 и 46 размеру. Так, понятно, да, девочки? То есть я вам честно говорю, что здесь, значит, у нас будет 49 сантиметров, и набирать количество петель для этого размера надо 111 петелечек воздушных. И это получается 10 раппортов, которые мы с вами вязали, да? Далее, смотрите, далее у нас с вами следующий размер. Приплюсовываем к этому числу еще один раппорт. 11 воздушных петель, еще один раппорт добавляем и получаем в сантиметрах 48 размер, и в ширину это 53,5 сантиметра. В петельном эквиваленте, то есть я пишу 53,5 сантиметра, и в воздушных петель это 122 получается воздушные петли, 11 раппортов плюс 1 петля для симметрии. Далее идем, еще один раппорт добавляем, то есть получится ширина спинки 58,5, что соответствует российскому 50-52 размеру, и это будет 12 раппортов плюс 1 петля для симметрии. Вот. И на 54-56 размер такой топ будет у нас 13 раппортов плюс 1 петля для симметрии. В сумме это 144 петли, ширина спинки будет 63 сантиметра. То есть вот так у нас распределяется количество петель, да? Раппорт, вы поняли, как мы вязали. Вот у нас схемочки у нас обозначен. Вот раппорт 11 петель, что составляет 11 воздушных петелек. И вот он у нас с вами идет. Я выделил его здесь красным. Схемочку скачиваете, будет легко вязать. Так. По схеме обязательно вяжем. Теперь, что касается длины изделия, здесь тоже элементарно просто. Какую хотите длину, такую делайте от начала. Вот, смотрите. Хотите, потом все равно в конце надо будет сделать обвязку столбиками без накида. Так, и по поводу длины изделия. Смотрите, девочки, если это будет туника, а не топ, то вам надо добавить, то есть тут где-то 38 будет сантиметров, плюс 18-20 сантиметров по пройме высоту. Получается 38 плюс 20, это будет вот 58 сантиметров длина. Да? Можно сделать длиннее туничку, если это там под брючки куда-то. Да? То есть все зависит от вашего желания, какую вы хотите длину изделия. Да? Делайте вот свои мерочки, ставьте вот в этой части. Вот. И, в общем-то, ничего сложного, я думаю, здесь не произойдет. Смотрите, как здесь получается интересно. Значит, по выкройке у нас вот от этой точки до этой точки, здесь еще планка какая-то идет, ну, типа обвязка 0,5 сантиметров, это, наверное, столбик без накида, когда мы будем уже в конце, в собранном изделии, будет обвязочка идти. А сейчас мы считаем от низа, где мы сразу начали вязать узором ажурным. Вот, и вот смотрите,
вяжем, предположим, вы хотите, чтобы ваша туника была длиной 62 сантиметра, да? Вот для примера, высота 62 сантиметра изделия. Вот смотрите, если это у вас приблизительно 50-52 размер, делайте здесь 20 сантиметров, вот здесь. 20 сантиметров. Это на маленький размер 18 хорошо, а побольше размер надо пошире сделать. То есть на первые два размера 44, 46 и 48 я рекомендую вам здесь сделать 18 сантиметров, а все, что больше идет, делаем 20 и 21, даже можно 22 сделать сантиметра на 54, 56, 22, 23 даже сантиметра можно сделать. Вот. Здесь у нас на вот это закругление и прибавочки переходе к рукавчику 5-6 сантиметров в высоту дается. Видите, вот 5 сантиметров здесь дано. И 5 сантиметров я вам скажу, сколько же это в рядах будет. Давайте сейчас раппорты посчитаем. Итак, у нас 62 сантиметра мы хотим общую длину. И 20 сантиметров из них это пройма. То есть получается 42 сантиметра. 42 сантиметра отнимаем еще 5, вот где у нас будет формироваться рукав. Здесь вот это закругление. То есть отнимаем еще 5. И по прямой получается у нас из 42 отнять 5. Мы будем вязать 37 сантиметров по прямой. Вот. До вот этого округления по выкройке будете. Я там даю схему, по ней сделайте это закругление, как хорошо, красиво. Так, и вот 37 сантиметров мы хотим, и нам надо добиться, сколько же нам узором в раппортах это выделить, да? Смотрите, у нас в 1 сантиметре один ряд. Мы с вами 2 раза пересчитали, именно так у нас получилось. То есть мы должны с вами связать 37 рядов. 37 рядов поделить на число рядов, это 4 в раппорте. 37 поделить на 4, получим 9 целых раппортов по 4 ряда. 9 на 4 это 36. Плюс 1 рядочек, как я вот в образце вязала, еще один рядочек. То есть вот 9 раппортов по 4 ряда вы свяжете, еще один рядочек добавите, и после этого начнете делать закругление. То есть я вам сейчас, девочки, рассказываю для примера. Вы можете взять здесь любую высоту изделия и по моему примеру сделать. Понятно, да? Может быть, вы захотите короткий топ, наоборот, а не длинный, да? Тогда вам здесь явно другое число надо поставить. Спинка и перед у нас отличается вырезом горловины, да? Как здесь закругление сделать, в принципе, я тоже схему вам прикладываю. Вот. Ну и, собственно, все мои объяснения вам понятны, я думаю, и доступны. Меня больше интересовало пояснение по поводу нашей пряжи и вычисления плотности. Я хотела именно это до вас донести. А так там схема вам все в помощь, и вы, думаю, без проблем свяжете такой простой узор, такой простой топик красивый, нарядный. Итак, до новых встреч. Желаю вам удачи.